Всем привет, всем здравствуйте, мои любимые, мои чудесные зрители, все любители астрологии. С вами Ольга Стелла, и сегодня будет гороскоп на полнолуние. Полнолуние, которое произойдет у нас 19 августа. И это будет не просто полнолуние, а это будет суперлуние, потому что Луна находится очень близко к Земле, и тот, кто сможет видеть полную Луну, конечно, это будет необыкновенно красивый спектакль. Ну и, конечно, мы с вами все почувствуем это полнолуние. Несмотря на то, что полнолуние происходит в Водолее, у нас всего в году 12 полнолуний, и каждое полнолуние высвечивает определенную сферу нашей жизни. Но затронет, конечно, не только водолеев, а каждый из нас почувствует, потому что в гороскопе каждого из нас есть полный зодиакальный круг и есть пространство, за которое отвечает знак Водолея. И вот на это пространство будет действовать это суперлуние. Мы уже с вами вошли в очень напряженный период, который у нас начался с 14 августа и продлится до конца августа. И вот это полнолуние – это пиковая точка, во-первых, перед следующим затмением, потому что это последнее полнолуние перед затмением. Следующее уже будет у нас лунное затмение. И оно уже может проявляться с этим полнолунием. По крайней мере, в это полнолуние мы можем уже чувствовать какие-то отголоски затмений. Затмения будут совершенно новые, и о них мы, конечно, будем говорить отдельно. Сейчас я сразу хочу напомнить всем, что на канале вышли гороскопы. Есть гороскопы на август для каждого знака зодиака в отдельности. Обязательно посмотрите, кто еще не смотрел. Я там рассказала и про это полнолуние, и про другие важные дни августа. А также уже вышли все таро-расклады на сентябрь, где я также достала карту на лунное затмение. Поэтому обязательно смотрите свой знак, заходите вниз под это видео в инфобокс, либо в мой первый закрепленный комментарий. Там есть вся информация для вас, а также видеокурс, который вы можете приобретать сейчас для улучшения всех энергий своей жизни. И для моих дорогих друзей, кто спрашивает про личные индивидуальные консультации, хочет получить свои личные ключики от изобилия, счастья, удачи или заглянуть в будущее, прямо сейчас на экране мой email. Вы можете написать и получите всю информацию по личным консультациям. Также у меня есть Инстаграм. Буду всем очень рада и на канале, и в Инстаграм. Итак, мои дорогие друзья, суперлуния в знаке Водолей у нас происходит 19 августа в 18 часов и 26 минут по мировому времени, то есть во второй половине дня, но мы его начинаем чувствовать уже сейчас. Но мы его начинаем чувствовать уже за день до начала, и продлится его влияние на следующие 2 недели. Конечно же, все события могут развиваться в течение этих 2 недель. Поэтому сейчас я вам расскажу общий фон полнолуния, чего от него вообще ожидать, от такого напряженного неба. И, конечно же, дальше каждому знаку зодиака в отдельности я расскажу, в какую сферу вашей жизни попадает это полнолуние, где лучше навести порядок, завершить дела, сделать какую-либо чистку. И вообще подготовиться, потому что у нас между полнолунием и лунным затмением, которое произойдет уже 18 сентября, будет новолуние 4 сентября, которое будет достаточно позитивным, и там уже можно будет начинать и внедрить в свою жизнь что-то, чего вы очень хотите. А сейчас как раз нужно заняться завершением дел, закрытием каких-то долгов любого типа. На это нам указывает полный фон полнолуния и, конечно же, ретроградный Меркурий, который участвует в этом полнолунии. Затрагивает полнолуние 27-28 знак Водолея. Водолея у нас это воздушная стихия, это стихия информации, свободы.
часто непредсказуемое, ураническое, и Уран как раз у нас делает квадрат к полнолунию, то есть очень сильная напряженная энергия. Если смотреть по аспектам, то, конечно же, помимо того, что каждый будет чувствовать какое-либо напряжение в своей жизни в том или ином секторе, либо внутреннее напряжение, нужно быть очень внимательным всем, у кого есть зависимости, нервные болезни. Всевозможные психологические расстройства могут выявиться, либо проявить себя в это полнолуние. К тому же, конечно же, следите за вашим давлением. Вообще вот эти дни полнолуния 18, 19, 20, 21 августа, даже вплоть по 24, нужно быть крайне внимательными к себе, к своему телу. Естественно, не спешить, потому что Уран, но Уран это у нас непредсказуемая энергия. Здесь очень много травмоопасных аспектов, поэтому нужно быть поосторожнее во всех сферах своей деятельности, как в механической, так и в спорте, и на дорогах, и на работе, и, конечно же, все, что касается огня, электричества, острорежущих предметов, общения. В общем-то, это дни, в которые по возможности нужно запланировать себе рутинную работу. Работы должно быть немного. И стараться не выяснять отношения, не входить в конфликты. У нас по полнолуниям, по статистике, полнолуние это в каждый месяц самый травмоопасный момент месяца. Самый конфликтный момент месяца. А здесь оно еще и полно супер негативных аспектов. Поэтому, конечно, планировать на день полнолуния, день после что-то очень важное, важные разговоры не рекомендуется, потому что договориться здесь просто будет невозможно. Здесь, конечно, будет и вспыльчивость, и агрессивность. Все это можно чувствовать как в других людях, так и в себе. Поэтому здесь очень важно управлять своим телом, своими эмоциями. Очень у многих такое полнолуние может вызвать головокружение и бессонницу, а еще такое, знаете, френетическое состояние, когда либо будет учащенное дыхание, либо будет такое сильное беспокойство, когда невозможно сидеть на одном месте. Единственный хороший аспект, который поможет справиться с этим полнолунием, особенно тому, кого может поглотить вот эта тревожность, агрессия какая-то, может быть такое чувство, знаете, сильного давления, чувство несправедливости, которое можно испытывать, это Нептун. К сожалению, Нептун и все эти аспекты еще будут действовать так, что мы будем невнимательны. Поэтому эти дни не подходят ни для выяснения отношений, ни для того, чтобы начинать что-то новое, ни для того, чтобы выяснять отношения. Потому что очень большие шансы совершить ошибку. Смотришь и видишь одно, а это может быть иллюзорно. Здесь возможны всевозможные иллюзии, фантазии, видения, но в то же время и озарение. То есть, возможно, у многих людей будет ослаблено критическое мышление, поэтому много ошибок может допускаться. А также, конечно же, это такое сильное погружение во внутренний мир. И вот то, что может хорошо успокоить или просто спасти это полнолуние, это, конечно же, занятие творчеством, медитациями, общение с природой, легкий безопасный спорт, а также любая активность, связанная с визуализациями, с фантазией, с иллюзорным миром. Любое дело, в котором нужно помечтать, пофантазировать, расширить свои границы и почувствовать свое свободное внутреннее я, своего внутреннего ребенка, может быть, свои какие-то фантазии, мечты здесь можно буквально ощутить как будто в реальности. Поэтому этот день очень хорошо подходит именно для общения с природой, уединения и для того, чтобы погрузиться в себя, для того, чтобы разобраться именно в своих желаниях, в своих возможностях. Для того, чтобы определиться с каким-либо решением или возможностью, которая приходит вам в это полнолуние, конечно же, рекомендуется подождать.
как минимум 2 дня для того, чтобы как бы переосмыслить всю информацию, которая будет приходить в эти дни полнолуния. А информации будет много, иногда она может быть шокирующей, иногда это могут быть информативные потоки, которые могут приходить к вам извне, то есть через других людей, либо это может быть информация, которая приходит любым образом через интернет, через какие-либо вещи, сны, видения. То есть у каждого это будет происходить абсолютно по-своему. Полнолуние у нас не что иное, как оппозиция, да, уже оппозиция Луны и Солнца. А Луна и Солнце — это главные два светила, которые действуют на нас непосредственно. Солнце — это наша воля, это наше тело, это наши желания яркие, которые мы хотим проявить в мир. А Луна — это наше подсознание, это все, что скрыто, это наше психологическое состояние, состояние душевного комфорта. И вот здесь оппозиция. Оппозиция — это напряжение. И еще и ретро-Меркурий. То есть понятно, что эти дни очень непростые. Непростые для нашей психики и для нашего подсознания, которое может выдавать очень необычные формы, необычные мысли. Мы можем видеть даже многих людей в нашем окружении в это полнолуние не такими, какими мы их видели до сих пор. Могут вскрываться тайны. Вообще полнолуние для чего оно? Что оно приносит? Это пик эмоциональности. Мы как будто созреваем. Вот как плод созревает, как созревает сама Луна. Так и мы созреваем для того, чтобы открыть для себя какую-либо реальность. Что-то, что было скрыто. Наше подсознание начинает открывать нам то, что до этого не хотело показывать. Поэтому очень часто мы говорим в полнолуние, люди срывают маски. И не просто потому, что, конечно, на эмоциональном пике очень многие могут открываться, открывать свое внутреннее «я», но еще и потому, что мы сами готовы к тому, чтобы принять много эмоций, принять какую-либо правду. Поэтому в полнолуние, конечно же, открываются секреты. В полнолуние мы часто можем увидеть очень ярко и хорошо свои ошибки, свои провалы. Но также полнолуние всегда показывает наши достижения. То есть это момент ясности. Это момент для того, чтобы разобраться в себе и принять самое приемлемое и правильное для себя решение. И Водолей у нас про независимость, про свободу. Вот в пространстве нашего гороскопа есть знак Водолея. И он отвечает за какую-либо сферу, у каждого по-своему, за сферу нашей жизни. И вот в этой сфере вы никогда не пользуетесь чужим мнением. То есть это там, где вы проявляете максимальную индивидуальность. И поэтому в это полнолуние каждый почувствует эту сферу, каждый почувствует там, где его личное пространство, где вы принимаете решения абсолютно самостоятельно, где вы проявляетесь ярко, без границ. И в это полнолуние, конечно же, многие зададутся этим вопросом. Захочется вот этой полной свободы, захочется выражать, проявлять свою индивидуальность. И еще хочу сказать, что помимо всего, о чем предупреждает нас всех это полнолуние, еще будьте очень внимательны, у кого есть дети-подростки, потому что на подростков это полнолуние подействует очень сильно. Вот очень молодое поколение прям очень сильно почувствует это полнолуние. Полнолуние может иметь характер бунтарства, каких-то революций, каких-то экстравагантных таких моментов, которые выйдут на всеобщее обозрение. Некоторые реакции, особенно молодежи, могут вызывать шок, удивление. Хотя это могут быть и люди из вашего окружения, поэтому мы уже все к этому готовы. Если у вас не получится больше уединиться, заняться своими делами, то, конечно, будьте готовы, что при общении могут быть очень необычные моменты с другими людьми.
Рассмотрим это полнолуние по аспектам. У нас Марс в соединении с Юпитером. Это огромный такой информационный поток. Уран, ретро-Меркурий. Могут возвращаться какие-либо дела, которые мы начинали, забросили, не доделали, не завершили. И после начала новолуния с 19 августа и следующие 2 недели будет энергия убывающей Луны, когда на ретро-Меркурии можно будет переделать массу дел, доделать, завершить или возобновить какую-либо деятельность. Конечно, Водолей и Уран у нас отвечают за бунтарство, за революционный дух, за интернет-пространство, за потоки информации, за новые открытия, новые технологии. Вообще Уран — это высший интеллект, это высший разум. Марс и Юпитер — это 2 планеты воинственные. В таких аспектах они особенно сильно могут давать дискомфорт или очень сильное желание получить что-то, что невозможно получить, что будет вызывать по Венере, по Сатурну прямо чувство давления, ограничения, дискомфорта. Могут давать проблемы как с вышестоящими, так и со старшими своего рода, если есть конфликты. Сатурн в оппозиции к Венере, конечно же, это ситуация, когда хочется, но невозможно. И это будет давать очень сильное такое агрессивное состояние. То есть не столько подавленное, насколько будет очень сильное такое возбуждение. Даже многие могут почувствовать вот это агрессивное состояние от такого аспекта. Много беспокойства, много агрессии. Конечно, это также травмоопасные аспекты. Это аспекты, на которых могут быть и пожары, и молнии, землетрясения, экологические катастрофы, климатические очень сильные изменения. Ну а в жизни каждого из нас нужно быть повнимательнее, поосторожнее с тем, что вы пьете и едите в эти дни, потому что вероятны также и отравления. Если вы подписываете важные документы какие-либо, я вам советую перечитать несколько раз. И, конечно, если происходит что-то очень важное для вас, заручитесь также поддержкой других людей, потому что здесь буквально такая ситуация, когда мы можем читать, допустим, этикетку, либо документ, и читать совершенно другое, либо понимать совершенно другое. И через 2-4 дня, когда все станет более ясным, вы можете обнаружить, что совершили какую-либо очень серьезную ошибку. Поэтому будьте очень внимательны. Обращайте также внимание, что действительно на вас давит в это полнолуние. Потому что это полнолуние, оно вынесет на первый план все то, что действительно сдерживает, сковывает, не дает вам развиваться, то есть не дает вам полной свободы. И вы это почувствуете, от чего нужно избавиться. Вот это главный вопрос, который вы можете, над которым можно поработать в это полнолуние и который можно себе задать. Комплексы, ограничения, кто-то в окружении, что мешает достичь желаемое. Водолей — это дом мечты, это дом исполнения желаний. Если у вас есть желание, спросите себя, спросите свое подсознание, что мешает, что ограничивает, что говорит вам нет, что дает запрет на то, чтобы вы сделали шаг или исполнили свое желание. И тогда этот день вы проведете продуктивно для себя. В то же время внешние обстоятельства тоже, конечно, здесь будут вмешиваться, и люди, и обстоятельства, влиять на развитие событий. Сам день может быть очень беспокойный, нужно будет менять какие-то планы постоянно. Ну, не только 19, но вообще до 24 августа будет такое самое напряженное время, и дальше вплоть по 28, 30 августа мы еще будем это все чувствовать. Поэтому с 19 августа по 2 сентября нужно наметить завершение всевозможных дел, наведение порядка, разобраться во всем и посмотреть, что будет уходить по этому полнолунию, что будет завершаться или что вам нужно завершить. Потому что здесь мы уже чувствуем отголоски затмения, которое у нас произойдет в сентябре. И с 18
сентября по 2 октября у нас будет коридор затмений на убывающей Луне. Поэтому что-то будет уходить, что-то будет завершаться, какой-то процесс в вашей жизни, сфера вашей жизни будет меняться очень серьезно, потому что затмение будет в новом знаке, в знаке Рыбы, в новой сфере жизни и будет завершать какой-то определенный цикл. Здесь в это полнолуние могут подойти результаты, которые мы начинали еще в феврале этого года, потому что было новолуние в Водолее. Поэтому если вы начинали что-либо в конце января, в феврале, то здесь может быть вполне кульминация. И я поздравляю всех, у кого будет кульминация на таких аспектах, то есть это что-то хорошее, это результат, это важный разговор, где вы договоритесь, это ответы, это встречи, это реальные результаты или достижения. И это говорит о том, что вы прекрасно справляетесь с вашими кармическими задачами. Потому что любое напряжение, если его проиграть хорошо в своей жизни, дает супер результат во внешнем мире, то есть в реальных результатах в этой жизни. Поэтому обратите внимание на процессы, которые будут запускаться, особенно процессы разрушения чего-либо в это полнолуние, потому что это будет то, что мы уже серьезно будем переживать в коридор затмений. И в коридор затмений также то, от чего вы здесь поймете, что нужно отказаться, от этого можно будет избавиться. Итак, сейчас перед тем, как я начну рассказывать каждому знаку зодиака в отдельности, я скажу также по датам, на кого больше всего может повлиять это полнолуние. У кого могут быть действительно сильнейшие процессы, перемены или начало этих перемен по полнолунию, которые будут продолжаться в течение затмения. У кого могут быть реальные, серьезные события и на что нужно обратить внимание. Значит, сначала по датам рождения. Ну, во-первых, это у нас Водолеи и Рыбы, особенно кто родился с 5 по 25 февраля. У вас будет самое эмоциональное время. То есть это будет пересмотр, разбор полетов. Потому что здесь любая дискомфортная ситуация, если она есть в вашей жизни, она выйдет на поверхность. И вам захочется разобраться. Конечно, не разбирайтесь или не выясняйте отношения по возможности с другим человеком. Старайтесь разобраться в себе, разобраться то, что нужно вам. И принять окончательное решение в течение вот этих 2 недель, которые начнутся после полнолуния. Также для вас здесь может завершаться какой-либо период или быть триумф, то есть кульминация какого-либо события, триумфальный момент, чего я вам всем желаю. Дальше у нас подействует это полнолуние на львов и на дев, которые родились с 10 по 30 августа. Здесь для вас будет тема, которая касается отношений. Отношения с каким-либо человеком, отношения с коллективом, с группой людей. Поэтому здесь очень важное полнолуние, которое принесет вам либо окончание каких-либо отношений, и вы можете принимать решения, либо кульминацию в отношениях, а это значит, что будет переход на новый уровень. И ситуация будет касаться именно отношений с группами людей, отношений либо с конкретным человеком. Дальше у нас подействует это полнолуние на близнецов и раков, которые родились у нас с 10 по 25 июня, а также на весов и скорпионов, которые родились у нас с 13 по 30 октября. Вы выиграли лотерею, поэтому у вас это полнолуние вам делает хороший аспект везения, аспект удачи. Поэтому, возможно, вы получите какие-либо ответы, результаты, либо найдете выход из каких-либо сложных, сложившихся ситуаций. Для вас это хорошее время для того, чтобы действительно заглянуть внутрь себя и найти новую энергию, новое пространство, где вы совершенно свободны. Увидеть
точки своего развития. Ну и, конечно же, для многих это результаты и завершение каких-либо проектов, то есть триумф, ясность и кульминация. Дальше для тельцов и близнецов, которые родились с 13 по 25 мая, а также для скорпионов и стрельцов, которые родились с 13 по 25 ноября. Для вас будет момент ясности, когда вы можете понять, что нужно удалить из своей жизни. Либо что-то будет завершаться, уходить, либо вы решите отказаться от чего-либо, от какого-либо проекта, либо общения, либо плохой привычки. На вас полнолуние может действительно влиять как перемена, то есть перемена планов, перемена даже какого-либо вашего мнения о каком-либо человеке, либо проекте. Поэтому для вас могут также открываться какие-либо тайны, секреты, которые от вас скрывались. Ну что ж, мои дорогие любимые друзья, сейчас я расскажу для каждого знака зодиака в отдельности, в какой сектор у вас попадает полнолуние и что оно вам принесет, на что обратить внимание, какая сфера будет задействована. Вы, конечно же, смотрите ваш гороскоп, ваш знак сначала по асценденту. Асцендент – это тот знак, по которому у вас, скорее всего, происходят события. По солнечному знаку он, скорее всего, дополняет асцендент. Ну и, конечно же, можно смотреть и по лунному знаку. То есть, где у вас Луна в гороскопе, она тоже может проигрываться или как-то могут пересекаться все события по всем трем знакам. Асцендент, знак Солнца, то есть знак зодиака, и знак Луны. Итак, я начну, как всегда, с Овна. Он у нас первый в зодиакальном круге. И пойду по очереди расскажу всем знакам зодиака. Итак, чудесные Овны. У вас это полнолуние происходит в вашем 11 секторе гороскопа. А это значит, что на первый план выходят дела, связанные с друзьями и с коллективами, а также с интернетом, с интернет-общением, с интернет-проектами. Еще 11-й дом связан с рекламой, с саморекламой. Поэтому, конечно же, для многих овнов это может быть момент кульминации, то есть встреча с друзьями. Это когда собираются все вместе или какие-либо семинары, курсы. Онлайн это могут быть проекты. Если у вас будет завершаться какой-либо проект, то, возможно, вы будете или заключать его, или переходить на новый уровень. Может касаться просто-напросто друзей. То есть с друзьями может быть как встреча, так и, допустим, вы провели отпуск вместе и происходит расставание. Поэтому полнолунию очень хорошо обратить внимание на все эти сферы, что происходит в коллективах, нравится ли вам в ваших коллективах. Вы можете входить либо завершать свое участие в каком-либо коллективе. Но самое главное, что вы можете сделать, это проанализировать ваши отношения с друзьями, как вас видит общество. У вас могут также открываться секреты, тайны, которые от вас скрывались именно от ваших друзей, либо в каких-либо коллективах. Возможны также триумфальные ситуации, такие как выступления, презентации, сдача экзамена какого-либо очень важного, важные ответы и даже приглашения или желание возглавить какие-либо группы людей. Поэтому для вас это такое сценическое полнолуние, полнолуние общения и переоценки ценностей по этому сектору. Я вам желаю хорошего полнолуния. Смотрите также ваши гороскопы и таро-расклады из самых лучших событий. Дальше, мои чудесные тельцы. У вас это полнолуние происходит в вашем 10 секторе гороскопа. 10 сектор – это сектор социального статуса и перехода на новый уровень. Вообще все самые высокие цели в нашей жизни, достижения идут по 10 сектору. И, конечно же, для вас это важное полнолуние, так как вы будете оценивать ситуацию в целом, достигли ли вы того, чего хотите, получили ли вы то, чего желаете. И, конечно же, свой социальный статус. Для многих это может быть переход на новый уровень, либо завершение. Допустим,
По 10-му дому может быть смена статуса, такая как предложение руки и сердца, допустим, или появление ребенка, или может касаться профессиональной деятельности, допустим, это выход на пенсию, либо повышение по службе. Но также это может быть и окончание судебного процесса. Бракоразводный процесс, допустим, тоже может идти по 10-му дому, особенно если он очень важен. Вы можете принимать очень важное решение, уйти с работы или расстаться с каким-либо человеком, либо выйти замуж, либо развестись. То есть здесь идет речь о самых высоких целях и о том, как вы реализуетесь в этом социуме. Конечно, 10-й дом может быть связан с очень важным документом, который вам дает либо разрешение на работу, либо разрешение на переезд и так далее. То есть вы можете получать ответы по таким документам. Поэтому по 10-му дому вам, конечно же, рекомендуется посмотреть на себя со стороны, оценить, достигли ли вы того, чего хотели, и самое главное понять, чего хочешь на самом деле, что для вас является вашей следующей самой большой целью и где, может быть, нужно принести какие-либо изменения или расстаться с чем-либо, что мешает вашему росту. Смотрите также ваши гороскопы на месяц и Таро расклады. Я вам желаю самого лучшего полнолуния. Пока-пока. Дальше, мои любимые чудесные близнецы. У вас это полнолуние происходит в вашем 9-м секторе гороскопа, а значит, возможно, дела, связанные с юридическими документами, с судами, с поездками, переездами за границей, иностранными языками, общением с иностранцами, вторыми браками и внуками. Вообще 9-й дом связан с расширением пространства, с расширением влияния. И у вас здесь, конечно, такая сложная комбинация Юпитер-Марс. С одной стороны масса энергии, с другой стороны важно удержаться на правильном пути, найти баланс, чтобы получить эту энергию. Поэтому для многих близнецов, конечно, здесь подойдут очень важные ответы, результаты, получение важнейших документов, подписание важнейших документов, заседания суда могут проходить, получение дипломов, юридических документов на разрешение какой-либо деятельности, либо наоборот вы можете увольняться, окончание какой-либо деятельности. Это еще связано с заграницей, поэтому либо путешествие, либо приглашение на работу и все, что связано вообще с иностранцами, с иностранными землями, документы заграничные. Возможно, кто-то совершает куплю-продажу недвижимости, либо кто-то выходит замуж, женится. Вот это все, что про документы и про ответы. Вы можете завершать какие-либо курсы, сдавать важный экзамен. Для вас могут открываться тайны. Также вы можете принимать очень важное решение, которое связано тоже с тематикой 9-го дома. Конечно, здесь идут еще публикации, допустим, писательский труд, презентации. Поэтому здесь может состояться кульминация, презентация, может быть, какого-либо вашего проекта, вашего дела, или вы будете завершать какой-либо важный проект, который может быть связан также с далекими землями. Смотрите также ваш гороскоп на месяц и Таро расклад на сентябрь. Я вам желаю самого лучшего полнолуния. Люблю, обнимаю. Пока-пока. Дальше, мои чудесные, любимые раки. У вас это полнолуние происходит в вашем 8-м секторе гороскопа. 8-й сектор связан с деньгами, которые мы не заработали. Это деньги, которые вы получаете по выплатам, пособиям. Это деньги партнера, дивиденды. Либо 8-й дом – это большие деньги, то есть это большие крупные суммы. Это инвестиции, это проценты какие-либо большие с инвестиций, это крупные покупки и продажи, это наследство, налоги. Вот вся эта тема, а также все банковские документы, вся связана с 8-м сектором гороскопа. Поэтому у вас на первый план могут выходить дела, которые связаны с какими-либо денежными документами, поступлениями, решениями.
И, возможно, если вы ожидаете какие-либо суммы, либо одобрение кредита, вот здесь поступит ответ. Также вам очень хорошо по такому полнолунию вообще разобраться с вашими финансами, вложениями, может быть, посмотреть на все со стороны, составить себе план дальнейших действий. 8-й дом – это страстное полнолуние, потому что он связан у нас с домом фертильности и зачатия, да, 8-й дом. И, конечно же, для многих раков, если у вас романтические отношения на первом месте, рекомендуется устроить именно такое свидание, страстное полнолуние. И если вы хотите детей, то это хорошее полнолуние, хороший период может быть для зачатия, либо вы можете получать какие-либо известия, что будут дети или могут рождаться дети тоже по такому полнолунию. И 8-й дом еще у нас связан со всем потусторонним, с эзотерикой, с магией. Поэтому для кого, может быть, кто обучается, или у вас на первом плане сейчас какое-либо такое саморазвитие идет, то здесь возможно вещи сны, открытие способностей, и, конечно, все тайное станет ясным и явным. Поэтому, если от вас что-то скрывается, вы будете видеть людей просто насквозь в это полнолуние, вы будете чувствовать, у вас будет очень сильная интуиция и денежная чуйка, так называемая. Поэтому обратите внимание именно на себя, на свои эмоции, на свои желания и на свои предчувствия. Возможно, некоторые раки, если вы не знаете, где у вас есть какие-либо таланты, то это полнолуние, вот эти пару дней, 19, 20 до 24 числа, они хороши для того, чтобы вы разобрались именно в этом, что вы действительно любите делать и где действительно вы можете получить какие-либо дары от Вселенной, от природы, которые вы можете раскрывать, в какой сфере. Поэтому я вам желаю самого лучшего полнолуния. Конечно, это могут быть страстные встречи, страстные знакомства. Главное не конфликтовать, потому что это такой горячий дом, 8-й дом, и здесь у нас такая вот горячая тоже обстановка. Поэтому общайтесь только с теми, кто вам очень приятен. Желаю вам самого лучшего полнолуния и лучших событий. Пока-пока. Дальше, мои дорогие, чудесные львы. У вас это полнолуние происходит в вашем 7-м секторе, а значит это про партнерство. Партнерство вообще, то есть это люди, с которыми вы общаетесь больше всего, имеете какие-либо партнерские отношения, бизнес-отношения. И, конечно, классический это дом брака, поэтому, естественно, брачные отношения, отношения с вашими партнерами по жизни. Здесь большое напряжение и, конечно, могут быть неожиданные раскрытия ситуаций. Вы можете узнавать что-то, чего не ожидали, какие-либо известия могут приходить, тайное становится ясным. Также это могут быть неожиданные, внезапные какие-то встречи, знакомства для тех, кто в поисках, которые могут поглотить просто с головой. То есть это как любовь с первого взгляда, какой-то ураган может происходить вообще в чувствах. Поэтому, конечно же, для многих львов здесь, возможно, будет такое сильное напряжение и много активной энергии, что либо у многих будут скачки давления, кружится голова, поэтому будьте внимательны. Либо вас могут захватить чувства, и вы можете наговорить, высказать другому человеку то, что наболело. Поэтому смотрите, нужно ли вам это. Это вам решать, пользоваться этой энергией, признаваться, открываться другому человеку, либо нет. Но здесь, конечно же, вас трудно будет сдерживать. Поэтому будьте очень внимательны в это полнолуние и также в онлайн-пространстве. Здесь могут решаться дела, которые связаны с коллективами, с другими людьми. Могут быть необычные очень встречи в это полнолуние и вообще в период всего полнолуния. То есть это уже начиная с 14 августа, начиная с 14 вплоть по 24 августа у вас может действовать вот этот период такой насыщенный для того, чтобы переоценить некоторые ваши отношения, как с вашими партнерами по жизни, по браку, так и с другими партнерами по жизни в плане финансов, бизнеса, работы и так далее.
Могут быть неожиданные ситуации, могут быть ситуации, в которые вы будете принимать очень важное решение, только не спешите, да, тем более по ретро-меркурию и по такому полнолунию. Может быть, запишите свои мысли, пообщайтесь с собой в полнолуние и потом перепроверьте еще раз после 24 числа. Но, конечно, если вы что-то решите убрать из своей жизни, какие-либо отношения, либо наоборот возобновить, вернуть, то здесь вас никто не удержит. Потому что по ретро-меркурию также это могут быть встречи с бывшими, это могут быть долгожданные встречи, или вы решите вернуться к кому-то, или к вам кто-то решит вдруг вернуться, и вы будете выяснять эту ситуацию. То есть это все, что партнерские отношения. Конечно же, многие львы могут сами получить здесь предложение по работе, по партнерству или предложение руки и сердца. Многие львы, то есть все, что связано с 7-м домом, это могут быть и суды, как бракоразводные процессы, так и оформление очень важных юридических документов, которые касаются двух сторон, то есть вас и других, какого-либо другого человека. Совместные приобретения, дележ имущества тоже может идти по такому полнолунию. То есть вы можете либо решаться, либо что-либо будет решаться в этой ситуации. Поэтому вообще вот у вас будет затронута эта тема. И если, допустим, у вас ничего не происходит, то в любом случае очень хорошо обратить внимание на то, что вы чувствуете, чего бы вы хотели, какие у вас отношения с социумом, с другими людьми. В партнерских отношениях, что можно убрать, что можно изменить в лучшую сторону. Поэтому я вам желаю самых лучших событий, только приятных сюрпризов и подарков от ваших партнеров и приятных знакомств. Смотрите также ваш гороскоп на месяц и таро расклад на сентябрь. Я вас люблю и обнимаю. Пока-пока. И дальше, мои чудесные девы, у вас это полнолуние происходит в вашем 6-м секторе гороскопа. 6-й сектор – это сектор здоровья и работы и домашних питомцев, поэтому вот эти сферы будут самыми важными. По 6-му сектору еще идут наемные работники, если у вас есть свой бизнес или вам кто-то помогает по работе. Поэтому здесь могут отношения как завершаться, то есть кто-то может уйти или закончить свою работу. Так же самое и вы можете менять контракт рабочий, что-то переоценивать в своей рабочей обстановке. Но может быть и кульминация, то есть вас могут повысить, может смениться рабочая обстановка, коллеги, или вас переведут в другой отдел, допустим. Другие обязанности, потому что 6-й дом – это еще дом наших каждодневных обязанностей. Вам очень хорошо здесь отказываться от каких-либо плохих привычек, вести правильный образ жизни, навести порядок, выкинуть весь хлам. Особенно на рабочем столе и в доме, там, где вы хотите хороших изменений. Могут быть неожиданные события, могут быть какие-либо известия, неожиданная информация, которая может касаться работы, либо домашних питомцев. Но также обратите внимание на здоровье, потому что 6-й дом – дом здоровья. И полнолуние ярко может высветить или может показать вам сон, на что обратить внимание. Вы можете даже загадать перед сном, перед полнолунием, вот 19-20 числа, показать вам ваше состояние, да, потому что дом здоровья, и вы можете во сне увидеть, если есть у вас какие-либо скрытые проблемы. Здесь может подходить диагноз, здесь может быть поставлен правильный диагноз, может быть выздоровление, можете найти нужного врача-специалиста, если нужно, либо вы решитесь здесь на что-то очень важное, примите важное решение по работе, по здоровью, либо по домашним питомцам. И это будет влиять на ваши следующие 2 недели. Смотрите также ваш гороскоп на месяц. Я там тоже много рассказала. И таро расклад на сентябрь. Я вам желаю прекрасного полнолуния. Люблю, обнимаю. Пока-пока. Дальше, мои любимые весы. У вас это полнолуние происходит в вашем 5-м секторе гороскопа. 5-й сектор – это про творчество. Творчество детей, любовь,
романтику. Пятый сектор иногда еще у нас касается всевозможных конкурсов, соревнований, игр и спорта, профессионального спорта. Поэтому здесь либо достижение у вас, переход на новый уровень. Вот все, что касается этой тематики, что у вас важно, подумайте. Это могут быть дети, вы можете здесь заниматься детьми или что-то связанное с ними. Для кого-то это может быть и известие о том, что будут дети, и появляться дети. Для кого-то дети уже взрослые могут сообщить, что они уезжают или выходят замуж, женятся. То есть вообще сфера детей может быть активирована в это полнолуние, или будут долгожданные встречи, разговоры. А для вас лично это сфера творчества и романтических чувств. Поэтому здесь либо достижения, творческие проекты, могут завершаться какие-либо. Вы можете получать диплом, если вы где-то обучались, получали какие-либо навыки. Или вы можете здесь решаться, допустим, уйти с работы в будущем и начинать развиваться по своему творческому пути. Для кого-то это полнолуние может стать открытием, что вы любите, чем бы вы хотели заниматься. И оно хорошее именно для того, чтобы заглянуть внутрь себя и понять, что вы любите. Потому что пятый дом – это дом любви, что вам нравится. Конечно, могут быть и соревнования, конкурсы, здесь могут быть всевозможные награды, либо просто участие в таких мероприятиях. И еще это про романтическую любовь. Это для тех, кто в поисках, может быть, любовь с первого взгляда, для кого-то объяснение в любви. А кто уже в паре, конечно же, рекомендуется устроить свидание. Романтическое свидание, приятное, страстное. И то, и другое, или какое вам больше нравится. И провести очень приятный вечер со своим любимым человеком, или приятное время с семьей, с детьми, особенно, да, дом детей. Творчество здесь вы можете отказываться от какого-либо проекта, который уже не идет, либо изжил себя, либо переходить на новый уровень. Поэтому возможно для вас также творческие предложения и по работе, и новые проекты. Смотрите также ваш гороскоп, я там много чего рассказала, и Таро на сентябрь. Люблю и обнимаю. Пока-пока. Дальше, мои чудесные, любимые скорпионы. У вас это полнолуние происходит в вашем четвертом секторе гороскопа. И четвертый сектор – это сектор недвижимости и рода. Поэтому все дела, которые связаны с недвижимостью или с вашим жильем, с вашими родными людьми, выходят на первый план. Здесь может что-то меняться, вы можете узнавать что-то очень важное. Полнолуние может открыть вам какие-либо тайны. Либо это может быть очень важная, допустим, сделка, купля, продажа недвижимости, ремонт по ретро-меркурию, кстати. Он может здесь завершаться, либо вы можете принимать решение сменить жилье, поменять все в своем доме, сделать ремонт, от чего-то избавиться. Вот вам очень хорошо, кстати, избавляться от всевозможного хлама в вашем доме, освобождать пространство. Но также все, что связано с родом, какими-либо документами с вашими родственниками, здесь тоже может либо завершаться, либо здесь кульминация. Важные известия, важные разговоры от родственников. Могут быть пополнения в роду, или даже у вас, или к вам в гости может кто-то приехать, и у вас может как бы расшириться ваше пространство. Или вы по этому полнолунию можете поехать на малую родину по ретро-меркурию, часто встречаться с родственниками или часто говорить на всевозможные темы. То есть может возобновиться вот как-то контакты и общение с вашим родом, либо с кем-либо из родственников. Поэтому, мои дорогие скорпионы, смотрите также гороскоп на месяц, и Таро расклад на сентябрь уже готов. А я вам желаю прекрасного полнолуния. Люблю, обнимаю. Пока-пока. Дальше, мои чудесные, любимые стрельцы. У вас это полнолуние происходит в вашем третьем секторе гороскопа. Сектор братьев и сестер, дяди и тети, коллеги, соседи, каждодневное общение. Но также это все, что связано с техникой, автомобилями, всевозможными интернет-проектами, курсами, информацией.
повышением квалификации. В зависимости от того, чем вы занимаетесь, что важно в вашей жизни, вот эта тема, она будет акцентирована. Поэтому что-то будет происходить, допустим, либо что касается братьев и сестер, могут быть важны с ними разговоры, документы. Соседи могут меняться, да, может завершаться что-либо, может завершаться судебный процесс, если у вас идет. Меняться коллеги, либо что-либо важное может происходить в сфере вашей работы, что касается также ваших коллег. Важный документ, важное разрешение, тоже может подходить ответ по этому полнолунию. И следующие 2 недели для вас как раз очень хорошо избавляться, допустим, от какой-либо техники, может быть. И следующие 2 недели для вас очень хорошо как раз завершать все дела, которые связаны с обучением, с документами, с какими-либо важными разговорами, которые касаются коллег, либо братьев или сестер. Возможно, встреча, да, если вы давно не виделись с братьями и сестрами. Или это все, что касается гаджетов, автомобилей, интернет-проектов. Здесь вы можете по ретро-меркурию что-то пересматривать, принимать важные решения, сдавать какие-либо экзамены. Кому надо пересдать, допустим, на права, либо пересдать какой-либо экзамен, переделать какой-либо документ, то как раз это время подходит по ретро-меркурию. Смотрите также ваш гороскоп на месяц, и Таро на сентябрь уже готово на канале. А я вас люблю и обнимаю. Пока-пока. И дальше, мои чудесные, любимые козероги. У вас это полнолуние происходит в вашем 2-м секторе гороскопа, а это денежный дом. Значит, все, что выходит на первый план, будет связано с ценностями, с деньгами, то есть с финансами, либо с выступлениями на сцене. Поэтому все, кто поет, выступает, козероги, это тоже ваше полнолуние. И здесь вы можете либо перезаключать контракт, либо выходить на сцену, петь, быть спикером или вас куда-то пригласят. Конечно же, это полнолуние про деньги. Поэтому денежное полнолуние, вы будете здесь либо подписывать какие-либо важные документы денежные, либо обдумывать какую-либо сделку, покупку. Что-то очень важное может происходить. Конечно, вы можете опираться на что-то из прошлого. То есть это может быть возврат к бывшему, допустим, работодателю, либо клиенту. Зависит от вашей ситуации. Вам могут поступать предложения, у вас могут быть повышения по службе, какие-либо премии, награды. Либо ваш партнер, допустим, по браку или если вы либо по жизни, может сделать вам достаточно крупный подарок по такому полнолунию. Это вот все, что из хорошего. Если же говорить о напряженной ситуации, то, конечно, это может быть долг, который нужно выплатить, или это могут быть банковские документы, какие-либо проверки, которые нужно будет завершать и пересматривать вашу денежную систему. Также это может касаться работы, да, вы можете пересматривать ваши заработки. Вообще вам по этому полнолунию хорошо разобраться в ваших финансовых делах, нравится ли вам то, сколько вы зарабатываете, как вы зарабатываете. Это полнолуние может показать вам очень интересные моменты, открыть вам глаза, показать новые идеи и дать вам понять очень многое. Главное здесь не быть очень импульсивными по Урану, потому что возможно такие импульсивные, очень крупные траты или покупки, поэтому будьте повнимательнее, чтобы потом не разочароваться, либо по ретро-меркурию можно подписать или увидеть что-то, чего нет на самом деле. Поэтому, мои дорогие козероги, смотрите также ваш гороскоп на месяц, и Таро на сентябрь уже есть на канале. Хорошего полнолуния, обнимаю, люблю. Пока-пока. Дальше, мои чудесные, любимые водолеи. У вас это полнолуние происходит в вашем 1-м доме, то есть прямо в вашем знаке. И для вас это очень важное полнолуние, потому что оно подводит итог практически за целый год на все ваши достижения. Потому что полнолуние не что иное, как достижения. Вот по 1-му дому ваше здоровье, ваша внешность, ваши деньги, ваши отношения, все идет здесь. И здесь может быть кульминационный момент.
То есть это может быть момент, в который вы решите либо от чего-то отказаться, либо с кем-то расстаться, либо что-то уходит из вашей жизни, либо вы переходите на новый уровень. И это могут быть очень важные такие моменты, как награды, получение должности, получение важного звонка, важного документа, работы, важный разговор с каким-то человеком. Конечно же, что касается личной жизни, тоже это могут быть перемены, это может быть смена буквально статуса. Вы можете сами кому-то объясняться, или вам кто-то может объясняться, предлагать что-то очень важное. Поэтому это очень важное полнолуние для того, чтобы разобраться в себе и подумать, что нужно убрать из своей жизни, что мешает вам идти вперед, развиваться, получать желаемое. У вас могут быть вещи сны, у вас могут быть необычные здесь тоже обстоятельства, может быть необычная или даже шокирующая информация, могут открываться какие-либо секреты, о которых вы не подозревали. Либо могут поступать неожиданные приглашения, неожиданные предложения, которые могут изменить вашу жизнь. Поэтому полнолуние в первом доме – это всегда про проявление себя, проявление своей свободы, индивидуальности. Вы можете выступать на сцене, вы можете делать презентации здесь, либо участвовать в каком-либо очень важном мероприятии и будете очень заметными. Смотрите также ваш гороскоп на месяц и таро-расклад на сентябрь уже есть на канале. Люблю, обнимаю. Пока-пока. И дальше, мои чудесные, любимые рыбки. Рыбы, у вас это полнолуние происходит в вашем 12 секторе гороскопа. 12 сектор – это сектор завершения. И 12 сектор самый глубокий, это ваша энергия, это вещи сны, это медитации, это эзотерика, это все, что скрыто, это подсознание. Для вас это важное полнолуние, потому что следующее полнолуние, это будет уже лунное затмение в вашем знаке. И для вас это полнолуние как подготовка. То есть вам очень хорошо здесь медитировать. Вообще по возможности все, кто у нас рыбы по асценденту или по солнцу, отложите всевозможные дела в этот день. Обратитесь к себе, ко Вселенной. Попробуйте подумать о том, чего вы действительно хотите, что вам мешает, а чего бы вы хотели. Вам очень хорошо здесь погрузиться прямо в свое психологическое, в свое я, в свои эмоции, в свое подсознание, чтобы получить ответы. Вы можете перед сном загадывать с 18 на 19, с 19 на 20, загадывать ответ на какой-либо вопрос во сне, загадывать вещи, сон. И у вас могут открываться способности. Конечно, для многих рыбок это может быть путешествие, потому что 12 дом у нас еще связан с далекими землями и путешествиями. Это может быть документ по иммиграции, который подойдет. Это может быть переезд на другое место, который может здесь как-то оформляться. Либо вы будете принимать очень важное решение о завершении какого-либо цикла в вашей жизни. Вам может раскрываться какая-то тайна, которая может быть для вас даже шокирующей или вы не ждали, и она может повлиять на вашу жизнь. Эта тайна может повлиять на ваше принятие решения. То, что от вас будет уходить по этому полнолунию, оно продолжит уходить еще в лунное затмение 18 сентября. То есть здесь, может быть, вы только подумаете, что что-то нужно вот убрать, а уже к сентябрю созреете и начнете менять что-то. Можете решиться уйти с работы или поменять место жительства, или, допустим, уйти и не общаться с каким-либо человеком. Также это могут быть проекты, да, особенно долгие, длинные проекты, над которыми вы работали, они могут здесь завершаться, или переход на новый уровень, или просто завершение. Вы можете воспользоваться энергией этого 12 сектора для того, чтобы избавляться от любых пагубных привычек или вообще избавляться от всего, что не надо. Как минимум выкинуть хлам из дома уже поможет освободить энергию и хорошо пережить это полнолуние.
К тому же у вас будет очень сильная интуиция, у вас могут открываться способности. День для медитации, день для всевозможных практик. Для вас это день для медитации, для всевозможных энергетических практик. Вы можете здесь принимать очень важное решение, что-либо изучать, что раньше давно откладывали. Поэтому для вас, конечно же, это важное полнолуние для того, чтобы определиться, особенно с тем, что нужно завершить в своей жизни или довести до логического конца. Поэтому я вам желаю самого лучшего полнолуния. Смотрите также ваш гороскоп, я там тоже много рассказала. И Таро на сентябрь тоже уже есть на канале. Я вас люблю и обнимаю. Пока-пока.